Привет, мои хорошие! Сегодняшнее видео для тех, кто любит выкладные френчи, так как я. Будет сегодня очень красивый дизайн. Героями сегодняшнего видео будут вот эти руки. Кстати, этот маникюр собрал огромное количество просто всех комплиментов, которые только мог собрать. Кто-то писал с девочек, что это некрасиво, да, но поверьте, на самом деле вживую эти ногти просто сумасшедшие и блестят на солнце тоже очень красиво. Поэтому, когда мне написали, что нет, эти ногти некрасивые, я прям, даже немного расстроилась, но когда вернулась моя клиентка и сказала, что ей просто все говорили, какие эти ногти вау, мне прям было очень тепло и приятно. Но как бы нам не нравился этот дизайн, сегодня пришло время делать коррекцию, и поэтому полностью спиливаю старый материал. Для этого использую твердосплавную фрезу. Скорость вращения насадки 35 тысяч, режим форвард. Фрезой с тупым носиком отодвигаю кутикулу. Эту фрезу еще называют усеченный конус. Дальше беру свою любимую фрезу пламя с острым носиком и прочищаю складки. Работаю сначала на форварде, затем переключаю свой аппарат на реверс и вычищаю птериги уже с другой стороны. В принципе, все как всегда. Огрубевшей кожи осталось совсем чуть-чуточку, поэтому мои ножницы быстро и легко с ней справляются. Теперь пилкой сужаю форму, а также этой пилкой прохожусь по поверхности натурального ногтя. Смахнув щеткой всю пыль, наношу на ногти изначально дегидратор, а затем праймер, так как на этих ногтях не очень хорошо носится любой материал, поэтому использую кислотный праймер. Когда праймер полностью испарился, ведь кислотник обязательно должен испариться, его и не должно остаться ни следу на ногтях, и уже потом можно наносить базу. Я использую обычную базу для гель-лака, наношу ее очень тонким слоем, втирающими движениями. Когда база подсохла в лампе, выкладываю удлинение. Делаю это с помощью кисти, смоченной в спирте. Для создания четкой и красивой линии улыбки я использую твердосплавную керамическую фрезу. Она тоненькая и очень острая. Работаю на режиме форвард, скорость вращения 35 тысяч оборотов. Чтобы борт был ровным, на нем не было никаких зазубринок, я использую пилку 100 грит. Обязательно использую именно новую пилку, потому что она делает бортик очень четким. Также очень легко и быстро прохожусь по поверхности удлинения, слегка делаю его шероховатым, да, матовым, чтобы было очень хорошо видно, какой вид имеет ложе, ровное ли оно, на одном ли уровне усы. Ну все, теперь перехожу к самому интересному, к декорированию свободному краю. Красный френчик был очень красивым, но сегодня будет не менее красивый выкладной френч. Он будет яркий, в осенних оттенках, поэтому буду использовать ярко-оранжевый и немного оранжево-красный. К этим витражам я домешиваю блесточки и хлопья юки.
Основная часть свободного края будет именно ярко-оранжевой, поэтому выкладываю этот материал на кончик, а вот возле кутикулы выкладываю оранжево-красный витраж с блесточками. Аккуратно кисточкой смешиваю два этих оттенка между собой, чтобы получился плавненький переход. Делаю это максимально быстро, так как это все-таки витражные гели и они немного убегают. Поэтому нужно поторопиться, чтобы все не уплыло. It's not like we're still 22 and trying something new, just a pastime. I don't think that we ever. После полимеризации первого яркого слоя я выкладываю еще хлопья юки, чтобы ногти блестели еще больше. И потом уже перекрываю все прозрачным гелем. Why do I fall back to you? Fall back to you. После того, как материал высох, вытираю липкий слой и приступаю к опилу. Изначально делаю его с помощью фрезы, а затем беру в руки пилку. Got a little lost in the possibility. Got a little lost. Тонкой керамической фрезой осталось убрать остатки предыдущего френча и удалить натуральный ноготь, чтобы он не отслаивался в период носки и туда не забивалась грязь. Теперь осталось перекрыть ногти топом с двух сторон. Обожаю этот момент, наверное, вы тоже. Только посмотрите, какие яркие и сочные получились ногти. Не знаю, как вам, а нам безумно нравится. Безумно жалко было снимать прошлый дизайн, но сегодняшний ничуть не хуже. Пишите в комментариях, как вам такие яркие, сочные ногти, и мне очень интересно действительно узнать ваше мнение. Если вы вдруг впервые на моем канале, не забудьте подписаться, ведь впереди будет очень много интересного и познавательного. Я, конечно, очень надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас, и если это так, не забудьте поставить лайк. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока!